Всем привет, народ! У нас сегодня очередной обзор очередного инструмента сайта AliExpress от, как вы уже поняли, фирмы Лайова. Значит, вот в такой вот красивой коробке он приходит, то есть черный, красный и белый, отличное сочетание, отлично бросается в глаза и очень красиво смотрится. Ну, коробочка пришла немножко подмятая. Так, ребята, вскрываем, смотрим, что нас встречает. Вот такой вот, видите, закрыто все вспененным полиэтиленом, нам он не нужен. Итак, сразу бросается нам в глаза инструкция. Инструкция, опять же, друзья, универсальная. Универсальную инструкцию очень я как бы не люблю, так как здесь особо ничего не сказано о данном нашем инструменте. Но есть, и ладно, как мы разберемся без инструкции. Так, что у нас имеется, друзья, в комплекте? Давайте все мы это дело достанем. Вот так это приходит, все красиво упаковано. Значит, продавец прислал мне данный инструмент, один только из инструментов с аккумулятором. Аккумулятор, давайте сразу посмотрим, у нас на 3 ампер-часа. Вот, ну и имеется индикатор для проверки зарядки. Так, есть у нас аккумулятор, есть такая вот здоровенная рукоять, так как наш шуруповерт позиционируется как ледобур. Но, друзья, во-первых, я не рыбак, во-вторых, сегодня у нас на улице не зима, и в качестве ледобура проверить его, конечно же, мы не сможем. Далее имеется у нас вот такой вот зарядник, очень красивого дизайна. Даже больше нравится, чем дизайн от Хаймера, либо дизайн от Васай, хотя, по-моему, они одинаковые. Вот. Но дизайн нам в этом случае ничего не дает, так как зарядочка все так же легкая и все так же очень простенькая. И я думаю, начинка там будет, ребята, одинаковая, как и в всех других инструментах. Так, кладем сюда. Есть у нас, друзья, для нашей рукоятки вот такое вот крепление, которое состоит из 2 частей. Сейчас мы проверим, как это все, друзья, работает. И достаем нашего виновника торжества. Вот такой вот, ребята, шуруповерт. Так, коробочку давайте мы, как обычно, в сторону, чтобы нам ничего не мешало. Вот такой, ребята, шуруповерт. То есть, на первый взгляд, он ничем как бы не отличается от того шуруповерта, на который я делал обзор ранее. То есть, шуруповерта от Хаймера. Вот. Но, на другой взгляд, я немножко отличия здесь увидел. Вот я приволок свой, уже видавший виды, грязный, добитый. И смотрите, какие отличия. То есть, в обзоре я упоминал, что Хаймер, допустим, сделал крепление только с одной стороны. То есть, только для правшей. Что не особо нравится левшам. Правильно? Правильно. Вот. А здесь же у нас... Так... А здесь же у нас имеется и для правшей, и для левшей. То есть это огромный плюс данному инструменту. То есть вкручиваем ручку либо сюда, ну вкручивать много я не буду, и у нас левша работает. Либо вкручиваем, соответственно, данную рукоятку сюда. И это уже как в моем случае. Я правша и буду работать правой рукой. Смотрите, какая мощная и длинная, друзья, рукоятка. То есть, чтобы было удобно у нас держать наш ледобур. Более, как бы, эту рукоятку ни для каких работ, я думаю, использовать нам не понадобится. А вот с данным креплением есть маленькая проблема, так как данное крепление у нас предусмотрено сугубо для правшей. Как это работает, показываю наглядно. Так. Хлоп. У нас оно идет не в резьбу, друзья, а оно идет как накладное. То есть, вот таким вот образом накладываем. И уже рукояткой нашей непосредственно, ребята, зажимаем. Вот, зажимаем, пока, грубо говоря, не зажмем. Очень отлично все держится. Очень надежное, я бы сказал, крепление. Вот так это все, друзья, выглядит у нас со всех сторон. А давайте, кстати, попробуем эту рукоятку переключить. Допустим, поставить ее вверх. Получится или нет? Ух ты. Сейчас попробуем. Если получится, то это тоже имеет немаловажное значение. Так, что-то у меня тут не зажимается уже.
Ах да, сюда не получится, ребята. Не получится, так как у нас здесь нету полукруга, здесь у нас срез просто квадратный. Поэтому крепление у нас накладное только наверх нашего шуруповерта. В принципе, таких явных отличий тут особо-то и нет. Ну, отличия по дизайну, по исполнению, как я уже сказал, по рукоятке. А так все почти что одинаковое. Вот, данный шуруповерт от Хаммера мне очень понравился. Вот, я думаю, что здесь точно такая же начинка. Ничем, как говорится, не хуже. Так, давайте смотреть, что у нас. Значит, Layowa LV CZ20. Называется здесь уже наш инструмент. Мое мнение, что он делается на одном и том же заводе. Просто клеятся разные, допустим, этикеточки. Ну и, конечно же, у нас эти вот, как называются, пресс-формы для отливки корпуса тоже немножко имеют отличия. Ну, по-моему, одинаковые, как и у Asai. Кстати, инструмент от Layowa, наверное, это новый магазин, и стоит он, по-моему, на порядок дешевле, чем инструмент точно такого класса и типа от Asai или даже от Hammer. Но я точно не знаю, поэтому переходите по ссылочке, которую я дам в описании к данному видео, и делайте сравнение, и делайте вывод, где как дешевле и лучше купить. Ну и, соответственно, с какой, допустим, там рукояткой и какого дизайна. Так, что у нас по нашему инструменту? Имеется у нас колечко. Вот, с боковыми такими выступающими захватами для переключения режимов работы. То есть шуруповерт, дрель и сверление с ударом. Имеется кольцо усилий, все на тех же 20 делений. Вот так это все выглядит. Ну и, соответственно, патрончик у нас идет 1/2 дюйма, что соответствует 13 миллиметрам. Вот. Имеется подсветочка. Давайте мы включим. Посмотрим, что да как. Фонарик довольно яркий тут стоит уже. Тоже немножко отличие в фонариках. Видите, здесь такой вот более, я бы сказал, больше светодиод и больше окно, которое рассеивает больше света. Здесь у нас, допустим, у Хаммера немножко меньше окно, но фонаричек этот, допустим, если где-то в полусумраке таком крутить, довольно хорошо помогает. Что там, что здесь. Поэтому только плюс. Вот. Ну, а в остальном я как бы думаю, что все это, друзья, одинаковое. Так, давайте посмотрим у нас. У нас есть переключение скоростей. В этом инструменте оно очень жесткое. Вот такая скорость. И вот такая скорость. То есть вторая и первая. Так, что у нас, я здесь видел, заявлено. Давайте посмотрим. Усилие у нас 125 ньютон на метр. И у нас идет распределение скоростей. То есть на первой скорости у нас идет от 0 до 600, на второй от 0 до 2600 холостого хода. Вот. Некоторые, друзья, производители указывают эти значения сугубо вращения двигателя. А некоторые вращения непосредственно шпинделя, какого-то конечного устройства или, как в нашем случае, вот сверлильного патрона. Давайте мы проверим все это дело нашим лазерным тахометром. И как бы выясним, какое заявление тут было двигателя. Так как на болгарке у меня была болгарка от Asai, я с продавцом там немножко спорил. Вот, и потом он говорит, смотри внимательно описание. И там было указано, что это скорость 10 тысяч оборотов двигателя. А на выходе шпинделя у нас получалось, по-моему, там 5 с копеечкой. Ну что, погнали смотреть. Включаем наш тахометр и вперед, друзья. Вот, первая скорость у нас 400, заявлено 600. Давайте вторую скорость я переключу и измеряем. Вот, а вторая 1500, заявлено 2, грубо говоря, 600. Вот такие вот, друзья, дела. Считать это обманом или не обманом, я не знаю. Надо очень внимательно читать описание и, соответственно, связываться с продавцом. Ну да ладно, это как бы вещь ненужная, как для меня. То есть скорости, вот поработав Хаммером, скорости мне довольно, скоростей, вернее, мне довольно хватает. Так, ну и все, наверное. Давайте посмотрим на биение нашего патрончика. Вот хотя бы как-то так. Как тут сфокусироваться? Давайте вот так.
Скорости меняются ступенчато. Вы это, наверное, услышали. Давайте еще раз. Так, давайте переключим на низкую и посмотрим. Биение есть, но буквально там пару десяток. Все-таки, друзья, это шуруповерт, а не какая-то там, не какой-то настольный сверлильный станок. Поэтому для шуруповерта я считаю, что это вполне допустимо. И биение точно такое же, я так понимаю, есть и у Хаймера. Хотя я не помню, показывал я или не показывал. Так, ребята, сейчас у меня есть такая идея разобрать, опять же, данный инструмент. И посмотрим, из чего и как он состоит внутри. Поехали, разбираю и демонстрирую вам. Итак, ребята, как видите, раздербанил я данный чудо-агрегат. Вот наш сам редуктор. Вот там видно механизм, 4 шестеренки. Смазка видно есть, но не знаю, я думаю, может быть, смазки маловато. Я позже при сборке, наверное, немножечко сюда досыплю смазочки. А так, вот так это все достойно выглядит. Этот механизм я разбирать, к сожалению, не хочу. Вот, как говорится, не лезь в хорошо налаженный механизм. Имеется у нас, как видно сразу, такой вот большой бесщеточный движок. Довольно массивный. Металлический вал, металлическая шестерня. Все как, в принципе, положено. Собрано, смотрите, добротно, достойно. Все в этих термоусадочных кембриках. Все привязано, видите, стяжечкой. То есть все класс. Ну и что мы имеем здесь? Имеем вот такую вот площадку для аккумулятора. Припаяно как-то, видите, так немножко сопливенько. Надежно, но некрасиво. Так, и имеем сам наш контроллер. Ну, вынимать я не буду его, уже то же самое. Залит он, да, каким-то компаундом. В принципе, как и в любом аккумуляторном инструменте. Вот. И кнопочка у нас имеется с регулировкой оборотов. Как бы и все. И вот этот наш светодиодик, который работает на подсветку нашего рабочего места. Пластик тоже, хоть и красный, как говорится, но добротный, инструментальный. Вот опять же видите эти все точки, это впайка наших этих вот резиновых накладочек, что довольно удобно лежит в руке с этими накладками. То есть все сделано, в принципе, на высоте. Я, друзья, считаю, что, допустим, выбирайте себе эти вот 3 фирмы и выбирайте, что где дешевле, спокойно можно покупать, так как все это собрано, как говорится, из одного и того же. И одни и те же материалы, инструмент и металл. Вот таким вот образом переключателем у нас переключаются скорости. Первая, вторая. В принципе, как и в любом инструменте, ребята. Ну и вот так это все устроено. Ладно, друзья, я собираю и пойдем что-нибудь там посверлим и закрутим, наверное. Дабы посмотреть, будет у нас работать после сборки, либо не будет. Ну что, ребята, собрал я наш инструмент, собрал и сразу этот самый. Удивился, что он у меня не работает. Почему? Потому что... Сейчас я продемонстрирую. Вот. Видите, не работает. Блин, думаю, что я не так собрал. Оказалось, вот эта кнопочка у нас стала в нейтральное положение. То есть переключение скоростей. И как только ее досылаешь как куда нужно, у нас все, друзья, работает. Поэтому обращайте первым делом на это внимание, если вам придется разбирать данный инструмент. Вот. В редуктор я опять же не лез, так как, насколько я знаю, все это дело продается целиком в сборе. Ну, соответственно, наверное, без патрона. Поэтому никаких там отдельных запчастей вы все равно нигде не купите, как только полностью механизм. Вот как-то так. Все, ребята, пойдем на улицу, что-нибудь там посверлим, куда-нибудь что-нибудь закрутим. Итак, ребята, не знаю, у нас на улице сильнейший ветер. На микрофон было слышно или нет, не знаю, но уж извиняйте. Погоды другой у нас, наверное, не дождешься. Значит, будем пробовать вкрутить в березовую колодку глухарь на 8 и глухарь 10 или 11 миллиметров. Вот такой вот здоровенный. Ну что, я поставил адаптер, головка, погнали пробовать. И у нас такой вот березовый пенек.
Посмотрим, вытянет, не вытянет. Давай-ка сюда его. До конца не буду, чтобы можно было потом выкрутить. Итак, ребята, меняем головку и пробуем завернуть глухарик такой вот 10 или 11 миллиметров. Давайте измерим, кстати. Штангент-то у нас есть 10 миллиметров. Так, погнали. Ух ты, смотри, что делается. Ой, ребята, короче, все, колодку не удержать. Походу, наверное, давайте попробуем выкрутить. И достали. Давайте выкрутим и 13-ку и будем пробовать, что он может просверлить. Хоп. Это все я делаю, чтобы не было вопросов на режиме отбойника, так как это самый мощный режим. Давайте попробуем в режиме шуруповерта загнать. Кстати, очень будет интересно, сколько он загонит вот этот вот большой наш глухарик. Вот как бы и все. Трещоточка у нас сработала. Вот столько только мог загнать в режиме шуруповерта. Ну, сами понимаете, такие вещи крутить таким шуруповертом особо часто не приходится. В основном это предназначено для обычных там саморезов, которые он с легкостью загонит. Так, достаем. Меняем инструмент, ребята. Есть у меня сверло на 8 по бетону. Попробуем сверлить заводской пропаренный дорожный борт. Вернее, кусок дорожного борта. Погнали. Так, ставим режим сверления с ударом. И поехали пробовать. Так, я добавлю оборотов. Я думаю, больше не стоит. То есть сантиметра 4 мы его сюда, так сказать, вогнали. Давайте еще разок запомним. Да, даже больше. Около 5 сантиметров загнали за короткий промежуток времени. Все с этим отлично. Есть у нас для эксперимента нашего оконечного вот такое сверло токарного станка на 40 миллиметров со сточенным хвостовиком. Так, давайте я, наверное, продемонстрирую, покажу, что оно реально 40 миллиметров. Так, где наши губки? Вот. 40 миллиметров. Ну и будем пробовать сверлить нашу, ребята, колодку. Ужасно страшно, но... Ах ты, ё-моё! Ух, так не делайте, лучше в перчатках работать. Так, будем пробовать сверлить колодку. Я вот тут чуть-чуть начал, ну и погнали смотреть, что у нас получится. Сверло туповатое, и сработала у нас защита. Давайте еще разок. Все, ребята, срабатывает защита, то есть сильно закусывает. Если не давить, то, видите, оно сверлит. Хорош, наверное, больше не будем. Вот сверло старенькое, туповатое. Поэтому такой вот результат. А так просто шикарно, тянет отлично. Итак, ребята, посмотрели вы работу данного шуруповерта. Я думаю, он себя показал ничем не хуже, чем шуруповерт от Heimerdinger. Тем более, мы с вами видели внутрянку. Она полностью идентичная, буквально, я думаю, всему инструменту. Поэтому не покупайте дорогой инструмент, а выбирайте вот из 3, допустим, видов распространенных брендов, какой вам подешевле и по душе. То есть данный инструмент полностью соответствует всем, так сказать, его заявленным характеристикам. Ну, кроме вот со скоростями у нас немножко непонятка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.
Ты заходи, если что.